Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан. Как обычно, знакомлю вас с различными каминами. Сегодня очень интересный объект, очень интересный дом. Дом деревянный. Здесь мы установили не печку, а самый что ни на есть камин, как многие из вас его себе представляют. Начну рассказ с внешней стороны с дома, потому что здесь мы устанавливали дымоход. Особенные, очень серьезные требования были к дымоходу, и одно из главных требований было в том, что этот дымоход должен быть красивым. Помимо того, что он красивый, он здесь еще и надежный. Посмотрите, здесь мы использовали дымоход Шигель-Перметр серого цвета. Максимально близко он подошел к кровле. Выбирала заказчица, будет он серый или черный. Не использовали здесь мастер флэш. Очень не люблю этот материал. Использовали фирменную шигелевскую проходку. Она не дешевая, но она снимает вопрос с гидроизоляцией надежной кровли раз и навсегда. Ну и внешний вид можете оценить сами. Камин сейчас работает. К слову, дрова сухие, поэтому дым практически не виден. Один из самых красивых зонтов, которых мне доводилось видеть, и заказчики тоже оценили этот дымоход. Что еще важно знать про дымоход? Не опирается он в этом доме на топку. Все-таки он имеет достаточно серьезный вес. Топка стальная. Во избежание каких-то деформаций верхнего купола топки нельзя опирать их. И нужно обязательно делать какой-то крепеж. Но дом, друзья мои, деревянный, и просто к стене нельзя прикрепить консоль, нужно для начала сделать плавающий крепеж. Все это я покажу, вы увидите, там есть фотографии технические. Самое время сказать несколько слов про топку. Была она уже в обзоре. Это очень популярная топка у нас Astov PS800. 80 сантиметров по ширине и 57 сантиметров по высоте. Топка огромная. В помещении, в котором мы находимся, я не знаю, здесь, наверное, около 50 квадратных метров, камин приобретался не для отопления, но резко, очень резко поднимается здесь температура. Сейчас тепло, но зимой, даже если отключат вообще отопление, то камин в случае необходимости точно не даст дому замерзнуть. Но не только про топку, хотя давайте все-таки пару слов еще про нее скажу. Это топки нового поколения. Вся подача воздуха в таких топках регулируется одной единственной ручкой. Воздух заходит в топку снизу и дальше распределяется. Идет вдоль пода, нагревается дальше и попадает на стекло. Благодаря этому стекло очень долго остается чистым. Сейчас камин работает уже около 1,5 часов. Посмотрите, что не только стекло чистое, но и чистая уже очистилась топочная камера. Внутри вы можете выбрать различную футировку. Здесь для этой топки выбрана футировка шамот. Это обычный шамотный кирпич. Очень ремонтопригодная штука. Ничего, я уверен, с ней не произойдет. На корпус гарантия у вас 5 лет. То есть выбирайте, топка отличная, очень рекомендую. Заказчики, пока, судя по всему, точно довольны. Отошли единственное, что метров на 7-8, потому что возле камина действительно находиться очень жарко. Итак, какая была задача, какой вызов конкретно на этом объекте?
Значит, выбрали мы в качестве облицовки такого производителя Stimlex. Находится производство в Украине. И нужно было топку PS800 встроить в этот камин, иначе говоря, это просто не стандарт. Компания Stimlex, как и большинство подобных компаний, делает облицовки в основном под чугунные топки 70 сантиметров по ширине. Ну и там сюрпризов никаких нету, сюрпризов именно в габаритах, в ширине, в высоте стекла и в общей глубине топки. Но Astov топка, скажем так, нестандартная. Даже несмотря на то, что мы послали на производство точные габариты, компанию Stimlex хочу немножко пожурить, потому что ребята раздвинули вот эти боковые стойки, чуть-чуть увеличили глубину, увеличили немножко высоту, но, друзья мои, реально очень много доделок, очень много переделок. Ну, во-первых, неплохо бы поженить все-таки компанию Stimlex с Astov, потому что топки формата бесподъемного PS700, PS800 продаются действительно уже в большом количестве, и следует, наверное, держать в предложении уже адаптированные облицовки. Ну и другим производителям тоже я очень рекомендую взять на заметку и разрабатывать облицовки, исходя уже из реальных чертежей. Какие особенности вот таких традиционных облицовок, что их отличает? Ну, в первую очередь, это, наверное, такая ярусность, видите, наличие банкеток и натуральные материалы. Здесь используется комбинация материалов, снизу вот эти колотые элементы и горизонтальные, это в основном песчаник. Единственное, что вот эти капители, это бетон. Мы его немножко подкрашивали для того, чтобы он стал все-таки, ну, в один такой монолитный предмет. И в качестве, ну, материала для столешницы использовался очень популярный мрамор Imperiador Dark. Это относительно недорогой мрамор. Самое главное, что он распространен. Не на каждом объекте, но иногда просят заказчики, как это, all inclusive, то есть делать и финишную отделку короба в том числе. Делаем, беремся, друзья мои, так что спрашивайте. Здесь наносили штукатурку, и буквально за час до моего приезда мастер наш докрашивал уже этот короб. С самого начала, когда мы выбирали камин, почему-то не обсудили этот момент, каким образом будет сделано примыкание камина к стене. В деревянном доме всегда встает такой вопрос, потому что нужно дополнительное расстояние для изоляции между топкой и деревянной стеной. И выстраивается вот такая стенка. Чаще всего она выстраивается из кирпича. В данном случае мы делали ее, опять же, из суперизола по скользящему крепежу. И решение не очевидное, оно пришло уже позже, отделать торцы этой стены тоже в камень Imperiador Dark. По сути, камин получился в такой интересной рамочке. Немножко расскажу вам про вентиляцию каминного короба. Часто дизайнеры не уделяют этому внимания, рисуют камин, но почему-то не рисуют на каминном коробе решетки. Они нужны и нужны обязательно. Дело в том, что топка разогревается, корпус ее очень сильно, 300-400 градусов, как я говорил, и этот корпус нужно обязательно охлаждать. В обычном прямом коробе мы бы поставили решетки по бокам или одну щелевую решетку внизу. В каминах вот такого класса и стиля часто дровник выступает той самой заборной решеткой. Сверху на коробе мы установили две решетки размером 17 на 49, тоже цвета графит. Они согласуются по цвету с дымоходом. Вот так по бокам установлены они вертикально. Давайте еще чуть-чуть вернемся к топке. Прошло пару часов с момента ее запуска, и многие из вас думают, что когда мы разжигаем топку, то она теряет свой магазинный красивый вид и становится черной и грязной. Итак, друзья мои, если вы используете нормальные сухие дрова, а заказчики в этом доме намерены делать именно так,
то через пару часов использования камина шамотный кирпич прогревается, в топке поднимается температура, и сажа, которая при розжиге появилась на кирпиче, посмотрите, она выгорела. Выгорела на 95, даже я бы сказал 99%. Чуть-чуть, видите, небольшие почернения по углам. Задняя стенка очистилась, боковые стенки на стекле тоже совсем не видно копоти. Друзья, я повторю, эта топка сделана в России. Просто если кто-то до сих пор не верит, что что-то путное производится в этой стране, вот посмотрите, реально работающий камин, работающий уже пару часов. Друзья мои, очень жарко, вышел чуть-чуть подостыть. Итак, если кто-то думает, что камины в домах появляются вот так, и выбор происходит очень быстро, то это не всегда так. До рекорда этому дому, конечно, далеко, потому что бывало, что выбирают люди камин 3 года, правда, 3 года. Здесь выбор произошел за неделю, но неделю такого очень-очень бурного обсуждения, как пойдет труба, куда его поставить, левее, правее и так далее. Всем этим мы тоже занимаемся, чаще всего с удовольствием. Ну, а какой камин подойдет конкретно вам? Традиционно Степан знает. Всем счастливо!